Граждане, всем здравствуйте, вы на канале Мир это просто, меня зовут, как всегда, Алексей Борода. Съездили мы в Москву на выставку оружия 2024 года. Дальше сейчас все посмотрите, чего мы там наснимали. Задача у меня была поговорить, причем серьезно, с разными производителями оружий, да, поговорить на тему. А почему же производители оружия не отвечают мне, обычному гражданину России, оружейному блогеру, какая разница? Вам всем вместе со мной, да? Потому что, коль вы на меня подписаны, вы мне оказали доверие, за что вам большое спасибо, между прочим. То есть я представляю вас и себя, наше комьюнити. Значит, производители всяких там пушечек российских не считают нужным нам с вами отвечать ни на звонки, ни на сообщения, ни на письма даже. Хоть голубями, блядь, отправляй, хотя, наверное, и на них бы они не ответили. Так вот, кое-кого нам удалось, так сказать, застать на этой выставке, да, а именно, например, Атаман, а именно Хатсан, кого мы еще Лобаева мы, гражданина, увидели. Замечательно поговорили с Ганскастомом. И, конечно, с моими друзьями мы прекрасно поговорили, провели время. У них есть куча новинок. Это наша любимая компания Аркон. Да, это прицелы, теперь, кстати, коллиматоры, ночники, тепловизоры и так далее. Ребята, имейте в виду, за них я лично могу сказать, они отвечают всегда и всем. То есть это та компания, кстати, как и Ганскастом, с которой мы тоже дружим. Я не говорю, что это единственная компания в России, кто так себя ведет. Нет, я говорю на своем примере. Они всегда на связи и всегда отвечают, особенно за свою продукцию. То есть в этом вы можете быть точно уверены. К сожалению, Калашников, ТОС, да, ИШ, МР по-новому, даже не посчитали нужным поучаствовать в данном действии, в данной выставке. Это очень грустно, потому что мне хотелось поговорить с ними, узнать вообще планы, узнать, куда мы движемся, да, и так далее, так далее. Короче, многие мои вопросы остались без ответа. Но мы с вами теперь, сейчас вы дальше посмотрите видео, да, масштаб вообще всего этого. Мы теперь с вами точно знаем, почему же никто не хочет финансировать оружейных блогеров в России. Ребят, да просто потому, что ни у кого денег нет. Вот и все. То есть масштаб был такой, как будто это утренник дошкольного образовательного учреждения. Это вот показывает всю индустрию нашу внутреннюю. То есть есть частные компании, да, которые за свои деньги все это делают, которым выгодно, чтобы мы с вами покупали, смотрели их. Они нам отвечают, они с людьми, как бы вопросов нет. Есть другие компании, которые даже на выставку не приезжают по какой-то неизвестной мне причине. Она может быть серьезная, но вы нам тогда объясните, пожалуйста. Мы же граждане все нашей великой страны. Мы соотечественники все. Нет никакой информации по этому поводу. Курбатова, к сожалению, не было. Я хотел его похвалить за его замечательную арку. И также задать вопрос, какого хера нам никто не отвечает ни на письма, ни на сообщения. Не удалось, к сожалению. Короче, дальше все смотрите. Моя выставка для меня это вышла полным разочарованием именно к масштабу, именно к отношению ко всему. И она хорошо показала, сколько нас всего. Вот когда слышат, что я блогер оружейный, люди сразу представляют каких-то там блогеров-миллионников, да? Ну, там, мы их все знаем, Разрушительное ранчо, АК-47. Ребят, это американские блогеры. В одном Техасе 37 миллионов людей имеют огнестрельное оружие больше одной единицы. Еще раз, блядь, внимание. В одном штате Техас из 39 миллионов человек, живущих там, 37 имеют больше одной единицы оружия. Миллионов. Конечно, становясь там блогером-оружейником, ну, если ты за 3 года, а я занимаюсь этим 3 года, не набрал свой первый миллион подписчиков, ну, наверное, тебе этим заниматься больше не надо. Ну, наверное. В России нас с вами, вообще всех, кто имеет разрешение, по крайней мере, на нарез, 1,5 миллиона человек. Это с дедушками, которым уже 90, там, 80 лет, да. Это с ребятишками молодыми. И это со всеми теми, у кого оно стоит в сейфе, лежит в сейфе,
в зависимости какой сейф, и кто этим оружием не пользуется. Так вот, я заявляю, что я большой оружейный блогер для Российской Федерации. У меня 11 тысяч, почти 12 тысяч подписчиков, и аудитория постоянно растет. Ребята, нас с вами просто очень мало, но мы в тельняшках. Хорошего просмотра. Я с вами заранее прощаюсь. Лайк, колокольчики, подписки. Желательно все-таки пересылайте это видео, чтобы больше было народу в курсе, какая у нас вообще ситуация в данный момент в нашей великой, любимой стране. Пока. Так, вот мы на выставке, собственно говоря, начинаем мы с атамана нашего любимого. Здравствуйте. Вас как зовут? Сергей. Сергей. Так, Сергей, что нового? Нового. Компания в этом году первый раз вышла на рынок крупнокалиберного огнестрельного оружия. Вот 308 калибр. Неожиданно. Да. Выпустили полностью из российских деталей. Состоит винтовка болтовая, трехупорный затвор. Еще и ствол матчевый. Со сменной личинкой. Два вида стволов есть. Варминт контур есть, охотничий контур. Пойдем, Катюх, покажем. Ну, да. Вот это матчевый ствол, граждане, кто будет смотреть. Да. Соответственно, это у нас охота. Более легкая и, наверное, более короткий ствол. Полностью наша разработка. То есть вот как бы по идее, ну как бы донором идеи был Ремингтон 700. Поэтому все крепления 700 их ложь. Угу. То есть если люди хотят поменять ложу, да, поставить любую ремингтоновскую, без вопросов, потому что крепления все. Цену говорить можно или нет? В охотничьем контуре где-то 250, ну это нормально. В Варминт где-то 450, ну вот так вот. То есть ориентировочная цена такая. Кучность, которую мы будем заявлять, это минута на 100. Понятно, что стволы есть, которые стреляют лучше. Вот два ствола вот мы отстрел делали 2 недели назад, там 0,6 получилось. Из пневматики что-то новое есть? Из пневматики новое, ну фактически как шоу-стоппер за 40 тысяч. Вот самая мощная боевая пневматика будет однозарядная. Прикольно. Самая простая, по минимуму всяких резинок. Там уникальная, там зарядка фактически пуля, ствол на пулю надевается. То есть не пуля загоняется, а движется ствол при взведении. Необычно, прикольно. Да, необычно, интересно. И главное, что решили, потому что турки выходят там с ценами по 50-60 тысяч, мы решили, надо туркам составить конкуренцию. Турки, да, турки мы сейчас можно до них еще дойдем. На 200-300 метров можно будет стрелять, потому что 200 джоулей. Ну, я с вашего этого, я забыл, какой атаман мы снимали, я с него 150 прям пуля в пулю. Так, у меня провокационный вопрос, а почему вы не отвечаете ни на смс-ки, ни ВКонтакте нигде? А это вопрос вот... Кому? Здрасте. Ой, Степан. Саш. Да, Саш. Сейчас. Нам всем интересно. Вопрос на тему? Скажи, пожалуйста. Не, подождите. К вам приходят запросы. Нам интересно, да. Я оружейник, канал «Мир это просто». 200 оружия у меня за спиной, включая ваши. Ну, правда, вот эти пока нет, понятно. Пневматику я ее очень люблю, скрывать не буду. Мы вам пишем на почте, пишем вам ВКонтакте. Вы упорно нам не отвечаете. А куда вы пишете? Ну, группа ВКонтакте у вас есть. Почта на сайте представлена. Вы атаман пишете? Да. Ну, атаман уже практически не работает. А куда писать? Ага. На эту почту? Вот. Потому что интересно. Я снимаю, повторюсь, я обзорщик оружия. Мы являемся единственными эксклюзивными представителями атамана. Хорошо. Поэтому можете звонить мне, если что-то. Ладно, я просто, люблю брать оружие там на обзор, там пневматики и так далее. Смотрят ее, надо сказать. 1200-то есть просмотров. Звоните, заезжайте в магазин. Мы с Самары. Все равно звоните, не вопрос. Да, ладно. Спасибо вам за ваше оружие. Так, вот мы до Хатсан дошли наконец. Пожалуйста, сейчас я вам буду вопросы задавать. Давайте. Так, смотрите. У меня вопрос. Я вообще как бы оружейник.
вы, наверное, меня не знаете, к сожалению, ну, Россия. Снял я обзоров 200. В основном занимаюсь я огнестрельным оружием. Но иногда снимаю пневматику. Снимал я вашу пневматику, недорогую. У меня есть вот этот Hatsan Альфа. На нем 1200 сейчас просмотров, реально. То есть я вам такую рекламу забабахал. Я им пользуюсь. Ну, они просто... Понятно. Я прям серьезный стрелок, хороший стрелок. Меня интересуют вот эти PSP-шки ваши. PSP-шки же, наверное, называются. Которые с подствольными этими, накачкой. Да? Как? Хорошо. Отзывы нормальные? Да. Я просто, к сожалению, на обзор не нашел ничего. Это старая модель АТ-44 и БТ-65. Эти модели уже выпускаются больше, наверное, 10 лет. Ух ты! Да, и сейчас они обновленные, как раз вот опять поступили. Был период, когда не производилась эта модель, буквально, наверное, период лет 5, а потом опять они появились. Вот. Так, у меня и Только отсюда... калибры крупные. Раньше калибры были 4,5, это максимум было. Сейчас 6,35 присутствует. 6,35. Так, пойдемте сюда. Это у нас... Вот это что-то помощнее. Так. Да? Так, здесь основной 6,35. конструктивный основной момент, то что у нее здесь автоматика уже присутствует. Ух ты. Прикольно. Ну, пистолеты у вас, понятно, Да. и так далее, так далее, так далее. Так, у меня вопрос, как с вами связаться? Потому что мы вам пишем, ничего. А что пишете? Ну, например, чтобы вы мне прислали на обзор какой-то вот из этих вот винтовочек. А я бы вам и обратно потом отправил. Например. Так и пишем. Понял. Вот, как с вами связаться? Можно будет с кем-то, кто этим занимается. А вы кому пишете? На почту, которая на сайте, на основном, на вашем. Никто не отвечает нам, к сожалению. А вы можете свой контакт оставить? Я Конечно, мы, поговорю. к сожалению, визитки в машине забыли. Ага. Машина в гостинице. Первый раз без машины, просто Москва, и решили не ехать. На такси приехали. Хорошо. Я давайте сейчас, запишем, если можно, свяжитесь. Конечно, потому что я, честно скажу, я за российское оружие, но не в вашем случае. Потому что Hatsan у меня и смотрит хорошо, и это действительно хорошее оружие. Спасибо. Вот на мое, может быть, изначально было какое-то предвзятое отношение, но оно реально себя зарекомендовало. Поэтому я очень хочу вот эти вот PSP-шки, ну, что там скажете сами, снять, посмотреть. Я еще очень хорошо стреляю, я со всего стреляю. И мы посмотрим, проверим, протестируем. У меня баллистические гели есть, у меня там, ну, нас позволяет, у нас раньше до 4 километров мы там все стреляем. Это в каком регионе находитесь? Самарская область. У нас два огромных, раньше просто огромный, то есть это официальный стенд Лобаева и еще там рядом, до 4 километров. Есть Ловчино, мы там спортинг в основном стреляем, очень много площадок, тоже там чемпионат России у нас проходит просто регулярно. Нам прям повезло, у нас регион прям стреляющий. И Hatsan, я повторюсь, у меня к нему какая-то любовь. Я не знаю, с чем это связано, это факт. Вот, все, пойдем записывать контакт. Вам большое спасибо. Дальше, спасибо. надеюсь, да, вы нам что-то потом пришлете, мы все это снимем с большим уважением и любовью. Пожалуйста, выдыхай. И выставки. Приходит необычно. Ты придумал? Да, конечно. Естественно, пожалуйста, конечно. Кто бы еще мог придумать? По-техасски, так сказать. Да. Чтобы можно, как говорится, и сено покидать, и шакала застрелить, который с Мексики забежал. Так, Леш, а что у вас вообще за... Вообще мы производим винтовки. Вы производите Да. винтовки? Пожалуйста. Да. Как вы называетесь? Мы называемся Альфа-технологии. Альфа-технология. А вот написано, да, кстати. Альфа-технология. Так, это у нас арка. Да, мы делаем марки на цельно точенных ресиверах. То есть ресивер не отливка, которая дофрезерована, а фрезеруется из цельной плиты алюминиевой. Соответственно, он получается толстый, надежный, без люфтов. Ну и, соответственно, вот все собрано исключительно на топовых американских компонентах. То есть никакого Китая, никакого Алиэкспресса. Американские УСМы. Иногда хорошие отечественные компоненты. Поддерживаем наших партнеров, в частности, облегченные рамы Локастом очень хорошо себя зарекомендовали. Иногда их ставим. Карбоновые такие. цевья нашего собственного производства.
регулируемый газблок, ну, обвес Макпул, в принципе, в большинстве случаев наши клиенты любят Макпул. Вот такая базовая винтовка 350 тысяч. Ну, нормально. Вот. Но это вот редко, Калибр? когда 223, делаем 300 Blackout, делаем 6,5 Grendel, доп. Стволы девятки делаем. Ну, в принципе, можем собрать в любом калибре. Недавно делали, у нас есть ролик на канале, делали 458 соком на заказ. Идея была, что типа морпех американский берет свою стандартную винтовку, перекидывает ствол, заряжает в стандартный магазин 8 патронов 458 соком и стреляет. Выяснилось, что это обман, потому что для того, чтобы стрелять из обычной винтовки, нужно в 2 раза почти расширить окно выброса гильзы, потому что там просто 458 через окно 223 просто не вылетает. Конечно. Вот. Соответственно, это вот наш основной вид деятельности, кастомные винтовки. То есть мы принципиально не собираем на витрину. То есть человек приходит, говорит, хочу винтовку, там охота, спорт, не знаю, что угодно. Такой профиль ствола, такая длина, там хром, не хром. То есть все обсуждается, и мы под ключ собираем ему винтовку, хоть уже с оптикой пристреленную. Вот я, значит, у вас ее тогда себе и закажу. Со всеми, так сказать, со всеми аспектами. Сколько готовится она будет? Ну, это зависит конкретно от загрузки, ну, там, с учетом того, что ее нужно будет сертифицировать, отстрелять, сертифицировать, отвезти в ВКЦ на проверку, ну, там, 2 месяца мы в среднем, 2-3 месяца берем, да, чтобы гарантированно везде все успеть. Ага, как раз вот. по моему этому. Соответственно, у нас оружейная мастерская, режем резьбы. Вот сейчас собрали сами станок для намотки стволов карбоном. Класс. В ближайшее время, ну, тут чуть-чуть надо докрутить технологию, но в целом, как бы, я думаю, к Новому году начнем мотать стволы карбоном. Соответственно, покраска церакотом. А здесь у нас наш собственный вариант доработки штатного УСМ. То есть сейчас люди пытаются сэкономить на доработке, но это спусковой крючок, это видимая часть, скажем, доработки. Да? То есть люди пытаются сэкономить, не все хотят покупать какой-то дорогой сторонний УСМ. Человек может принести карабин нам с направлением на ремонт, попить у нас в кафе, в клубе. Да, не забывайте про направление теперь. Это да, 1,5 часа чай, и за 1,5 часа мы ему дорабатываем УСМ. Я думаю, что лучше просто тебе самому попробовать, чем... О. Вот, ну и плюс вот доработка УСМа. 5000 рублей, все удовольствие, не надо покупать никакой УСМ, да. Так, подожди, давай вернемся к аркам, ну их эти калаши куда-нибудь. Да. Так, разбег цен все-таки какой? Вот 350. Вот ну, 350 если, скажем так, если, смотри, если ты принесешь нам цевье, ручку, приклад, УСМ, там, ручку взвода, потому что ручка взвода хорошая, стоит там 15 тысяч рублей. Условно, не, я вот ничего не хочу УСМ стоит 50 тысяч. Мы тебе можем просто собрать будет ресивер со стволом, с личинкой, да, это будет стоить на 100 дешевле, условно, ну, да. плюс-минус, да. Вот. Ну вот, если мы говорим о винтовке уже собранной под ключ, на базовых каких-то компонентах, но с хорошим УСМом, сразу с нормальным обвесом, это 350. И цвет я могу, соответственно, выбрать себе. Цвет, да, красный, мы можем анодировать, можем покрасить в церакот. А в красный? Хоть в розовый. Вот это очень хорошо. Можем тебе в оранжевый под твой комбинезон. Все что угодно, любой цвет. Но я сейчас просто тоже покажу. Я испытываю слабость к аркам. Варианты покраски. Ну вот, собственно, покраска такая вот универсальная, вот, да, на которой хорошо, ну, не так заметны, например. А, например, ружье на покраску вам отдать можно? Можно все что угодно отдать на покраску. То есть даже мое МР-153 можно? Вот тебе можем сделать МР-153 в стиле Дэдпула. Круто. Вот тебе будет красное, но не сильно вызывающе красное. Любой каприз. Любой каприз. Да. Что все периодически кто-то заходит понажимать что-нибудь. Ну, Ремингтон. Классика. Кто не в курсе, с него-то... Так, не надо нам тут историй. Алексей любит очень у нас истории рассказывать ковбойские. Для моего зрителя скажу, с него все и началось. Практически. Нет? Так, все, ничего не говорим. С Ремингтон 870. Я про помповые дробовики. Ну, смотря когда началось. Смотря когда началось. Не будем углубляться. Началось это сильно раньше, из другого. Мы не остановим Алексея. Не надо. Я не надо. Люблю, как Владимир Владимирович, дать короткую историческую справку. Не надо. Не надо. Ну, собственно, что есть, списанное из того, макет, собственно говоря, и делаем. РМП-7 будем снимать где скоро. Ну, это, вот, кстати, турецкие магазины. Мы завозили 2 большие партии. Очень хорошо себя зарекомендовали. И в формате AR-15, и в формате Глока. На 33 патрона. О, это у нас Глок 34, что ли? Да. Ага.
Макаров тоже рулит, разруливает. Правда, 60 лет назад, но это ладно. Так что вкратце вот А так. банки? Банки — это наши партнеры, ребята. Альфа-Армс, одни из лучших банок на рынке на сегодняшний день. У нас здесь стенд на 3 компании с нашими партнерами. Альфа-Армс — это производство банок, и ребята команда 50 БМГ возят различный тюнинг, обвес, прицелы, все самое лучшее, что мы часто ставим на наши винтовки и рекомендуем нашим клиентам. А в банках ценовая политика какая? Ну, в районе 30-35 банки О, стоят, нормально. да, но Не это космос быстросъем вообще. и реально одни из лучших. Вот надо По тому, как они запомнить работают. будет. Еще раз название как? Альфа-Армс. Альфа-Армс, пожалуйста, я себе запоминаю, и вам тоже запоминайте. Алексей, как говорится, хуйни не скажет. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Шафиков Дамир Киямович, генеральный директор по новой технологии предприятия, которое выпускает продукцию под торговым знаком CNC Guns Custom. Ага, которую мы, кстати, снимали, большой ролик, ссылочку приложу в описании. Шикарно у вас, очень понравилось. Спасибо. Так, чего у вас может быть новенького? Ну, в первую очередь... Планы. Планы. Значит, в первую очередь наша работа была направлена на улучшение качества того, что есть, расширение ассортимента продукции, которая у нас есть, выпускается. Ну, естественно, по новым направлениям, по которым есть спрос, ну, скажем так, на гражданском рынке сбыта или на военном. То есть, скажем так, планы пока у нас сначала по новинкам. Александр Сергеевич, подойди, пожалуйста, сразу. Да, пожалуйста. Наш мастер-оружейник. Так, чтобы тебя видно было. Катюнь. Из того, что последнее ассортимент у нас огромный всего. Ага. Микрофончик. Кронштейны для разработчиков оптики, переходные планки на тепловизионный прицел, все остальное. Ну, например, стали делать кронштейн под любые оптические прицелы с 36-й трубой. Во, вот это очень-очень. Да, в том вот числе это с изменяемым углом. Отлично, отлично. Вот. Соответственно, на ней есть разные комплектации, есть попроще немножечко, есть с дополнительными какими-то аксессуарами. То есть, например, там уровень для выравнивания, как это называется, дополнительно установить можно какие-то либо дальномер, там, соло-вампир, например, либо там коллиматор какой-то для более быстрой наводки. Бывает, да. Вот так далее. По прикладу. Очень удобно, да. Конечно. Стали выпускать и продавать приклады, ну это просто в красном цвете для выставки сделали. Там они из защитных цветов, там и зеленый, и песок, да, телескопический приклад на, Такой же, к примеру. на автомат Калашникова и калашподобные все эти вещи. Вот. Уже какое-то время достаточно длительно делаем, производим приклады для гладкоствольных оружий. Это мы все знаем, любим, между прочим, очень хороший приклад. Сейчас в последнее время много стали людей брать, пользоваться именно в спортивных целях. То есть на стенде люди стреляют. Ну, я сам стреляют, стендовик, да. причем ну, неплохой стендовик. Вот, правда, я стреляю в США. На иш мы тоже можем поставить. Ну, То мы есть вроде изготавливается под вашу разговаривали. антропометрию, изготавливается именно деревянный вот этот переходник под вашу руку ладонь. И, соответственно, приклад Я думаю, мы ставится. с вами это будем ставить, когда себе МЦ куплю, Ну, потому что тоже у меня как вариант. принципиальная позиция, Ну, я стреляю с российского оружия. Вот, Добро вот, пожаловать, под ДМЦ, конечно. пожалуйста. Вернее, это МР-155, тоже думаю, отечественный да, вариант. да, То есть да, это да, на Байкал да. ставится, это просили нас люди на СВО, для некоторых целей, там, знаете, Ну, что понятно, применяется, конечно. дроны и так далее. Вот, соответственно, сделали для них приклад, потому что Кстати, да. солдату сложно переучиваться с автоматного хвата, переучиваться на охотничий какой-то, поэтому попросили У сделать. него мы самого выпустили. на МРке этот тоже такой, ну, вы тогда еще его не сделали, я покупал другой фирме, не буду сказать. Выпустили партию Я сам. вот, переходников с нашими рукоятками, с нашими этими же прикладами. Уже партию поставили. Ага. Так, мы по ценам что-то будем говорить или пускай на сайт заходит? Лучше всего на сайте, я думаю, Зайти потому на что сайт, зависит там, от как бы, У нас комплектации. никакой тайны из этого Конечно. нету, это все есть. Все на сайте в открытом доступе. все Ссылочки, смартфоны. да, в описании. все Безусловно. будут. Вот. Александр Сергеевич, Ну, покажи винтовочку нашу, пожалуйста, ту еще, которую мы разработали винтовку для того, чтобы можно было, пока в данном варианте она служит именно для это пока тренировок еще макет, в холостом как бы. варианте. Массово-габаритный макет, но мы имеем возможность производить вот также винтовка для биатлона, калибр 22 ЛР, Саша, Сейчас, она вот так с рычажным запиранием. Вот. Это действующий макет, все, спуск реально работает.
Ну, соответственно, уже потом дальнейшие идеи будем регулирован, реализовывать ну, технические. Это как бы пилотный вариант просто пока еще. смотрите, какая она красивая. По ходу будем Специально рояль сделали, как бы полированный. выкладывать, да. Спасибо, Александр Сергеевич. Кроме того, мы продолжаем развитие темы мишени и мишенного оборудования. В этот раз мы много не привезли, но, да, к примеру, то есть наши поворотки. Игорь Сергеевич, будь добр, да, пульт посмотри, пожалуйста. То есть мишени поворотные, мишени движущиеся, самые разные, скажем так, варианты. Здесь чисто в силу того, что не так много места, мы просто не стали привозить. Вот. И все это есть у нас на сайте, со многими мы уже работаем, во многие места мы уже их продаем. Да, мне кажется, у нас у Гриши на ранчо есть что-то от вас. Запросто. Мне кажется, что да, если я не ошибаюсь. Да. Ну и, соответственно, также расширился ассортимент аксессуаров. То есть для СВО, например, это тема КТШ, так называемая, то есть кронштейн тактический на шлем. Вот. Ну и плюс то, что говорили, разного рода планки и так далее, все то, что может быть полезным на охоте и войне, скажем так. Вот. Ну и понятно, некоторые виды, скажем так, которые маскируют признаки выстрелов, назовем это так, изделия. Да. ДТК закрытого типа. Да. Если Поэтому... быть точным. Так. Пока так. Поэтому планы, конечно, в перспективе есть. Но, как говорят, хочешь напугать Господа, расскажи ему о своих планах. Но планы у нас, конечно, во-первых, продолжать дальше также все это совершенствовать, расширять линейку так, в зависимости от того, какой будет, на что будет спрос. Ну и, соответственно, есть конструкторские наработки. Когда мы их сделаем, я думаю, вы о них сразу узнаете. Да, вы нам звоните, конечно, пишите. С Валерой обязательно. мы все время созваниваемся, Тоже. списываемся. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Так, стенд иглы у нас. Я очень люблю патроны игла. Стреляю сам им, как бы многие спортсмены предпочитают иглу. Элементарно можно всегда проверить, какой порох. То есть стрельнули, открыли, посмотрели, есть ли осадок в стволе. Тут осадка никакого нет и запах приятный. Вот. Разговаривать они с нами отказались, говорят, им нельзя. Ну, нельзя так нельзя. Дальше идем. Я напоминаю, что я первый человек в России, кто начал рекламировать Лобаева. Первый. Это очень важный момент, ребят, может, кто не в курсе. Благодаря Григорию Санычу, благодаря НСК Ранчо, мы там все отстреливаем. НСК Ранчо является официальным полигоном Лобаева. Я хедлайнер, значит, обидно. Вот обидно. По-человечески просто обидно, что даже с нами не хотят пообщаться. Да? Нет, я говорю конкретно я. У нас есть человек, который дает... А где этот человек? Камеру. Сейчас его нету. Сейчас его нету. А самого гражданина Лобаева уже не будет. Нет, он на выставках не участвует. Он на выставках не участвует. Вот так вот. Но все-таки, несмотря на весь мой охуенные винтовки, вот я всегда про это говорил и буду говорить, что это лучшее, что я стрелял из чего, что я держал в руках, несмотря на то, что вот такая вот у них политика странная, на мой взгляд. Но винтовки чудеснейшие. Про Лобаева мы знаем все, мы знаем, кто это. Очень хорошо через Григория Саныча знаем всю историю, что он один из людей, действительно, кто смог все-таки. Огромное ему за это уважение. Но я в восторге от вашего оружия. И обязательно себе его куплю. Куплю я себе LR-10. Он до сих пор, кстати, производится? У нас сейчас ЗОВ. А, ЗОВ. То есть, кстати, ЗОВ мы не снимали. А счетчик все, да? Да, счетчик мы не будем выпускать. Сука, ну что такое? Пойдем дальше. Не хотят с нами общаться. Так, мы, значит, с Арконом, наконец-то мы пришли к ним. Сейчас ребят нам все расскажут. Тут Артем еще у нас, между прочим, охотничек. Канал там, ссылочку приложу в описании. Да. Так. Так, привет, Дима? привет. Тёма, пожалуйста. Ну что, цифровики, собственно говоря, у нас уже все видели, наши полтинники. У нас недавно появились приборы с 35-м объективом. Преимущество в том, что увеличение поменьше, угол обзора большой, то есть побольше. Многим очень нравится именно такой формат. Здесь была 6, здесь уже 3,5. Новинка на этой выставке — это прицелы, да, то есть дневная оптика. У нас представлено теперь 3 сегмента. По бюджету, скажем так, ценовому, самый топовый — это Model A.
как можно понять. Да, здесь у нас низкодисперсные стекла, очень качественные, с многослойным просветлением, барабаны с блокировкой, с зеростопом, боковой параллакс. Меня слышно, Катя? Если так говорим. Так, сразу, Тём, ты с чего стреляешь с этого? Ну, мы с ребятами общаемся сейчас на эту тему, и с этого мы будем стрелять, наверное, в новом охотничьем сезоне, потому что, как мы все прекрасно знаем, сезон все-таки больших прицелов — это охота на сурка, скажем так, на барсука и так далее, Да, прошел. И сейчас все-таки мы давайте, наверное, плавно перейдем к линейке тепловизионных. Да, это важнее. Давайте. Ну я к чему просто хотел спросить. Я сейчас вставлю свое. Меня слышно? 5 копеек свои. Знаешь, по поводу снайперов, кто не может попасть, блядь, ни с чего, никуда. Ребята, блядь, прицелы вот эти, на самом деле, недорогие. Мы будем говорить честно. 75-80 тысяч рублей. Это, если кто вдруг сейчас не в курсе, мы не богатые все люди. Нет. Но, когда мы приезжаем, например, на какое-то стрельбище, там человек не может закрыть ссаный километр. То есть это люди, где проф непригодный человек абсолютно, блядь. Зато у него прицел за 2,5, за 3 миллиона Леха, он редко рублей. стесняется выражений, рубит всегда правду Я матку. всегда правду говорю, блядь. это Ну, правильно. потому что это, не умея ездить на Жигулях, ездить на Феррари. Вот это, блядь, то же самое, да? И когда на Лобаева, с Лобаева, вот мы сейчас опять были у него, и, кстати, я ваш прицел уже видел на Лобаеве. То есть люди стреляют километр 200, километр 500 стреляют с вашим прицелом. Рядом сидит хрен какой-нибудь с браунингом, у него, блядь, прицел за 7 миллионов рублей. И он, блядь, на 300 метров кучу, блядь, собирает. Я говорю, ты чё, ёпта, какие 300 метров? Это что, тебе пистолет, что ли? Ёпта, ну. Мы углубились уже в снайперов, да. Я, меня бомбит каждый раз. Ну как ты, блядь, ну что это такое? Все будет хорошо. Ну, в общем-то, если касаться уже нашего, грубо говоря, стенда, да, Алексей пришел познакомиться Да. с нами, конкретно с нашими приборами. Мы Пожалуйста. хотели бы сказать, что огромнейшим количеством приборов пополнилась в этом году линейка тепловизионных приборов. они Топ, дорогие, да. нам Да, есть чем совершенно гордиться, верно. это Archon Arma с дальномером на 640 матрице. Все ждали, все хотели. И самое главное, чем больше всего удивил этот прибор, своей ценой. Круто, да. Алексей сказал о доступности, да, 229 тысяч цена сейчас на данный момент РРЦ, и в этих характеристиках вы не найдете прибор со совершенно Абсолютно точно. Да. Топовая Вообще модель. близко даже, я так сказал. Хотите, можете взять с дальномером, можете взять без дальномера. 384 матрица, 640 матрица. Здесь на каждый вкус, кошелек, на любые условия охоты. Линзы, опять же, от 50-х до 25-х. Все, как говорится, Круто. под ваши условия. Чуть точнее, Дмитрий расскажет вам про характеристики, про начинки, Да, скажем так. совершенно верно, правильно ты отметил, что цена очень такая, я бы сказал, ну даже лучшая на рынке, чего уж греха таить. Да, я, честно говоря, даже не знал, что по такой цене они вообще бывают. Потому что там как не послушаешь на ранчо, да у меня за 1,5, Ну у да. меня за 3. Сегодня, кстати, мы будем беседовать о том, что не самые великие деньги обязательно тратить, не самый топовый прибор. Сегодня в нашем студии «Бар охота» поговорить, эта тема будет обсуждаться в том числе. И можете тоже поприсутствовать, послушать, если Да. вам интересно, поучаствовать в дискуссии. И Участвуйте надо понимать, да, то есть надо отметить, что несмотря на низкую цену, в этих приборах все самые топовые и современные компоненты. Матрицы новые, то есть с повышенной чувствительностью до 25 милликельвин, дают реально крутую картинку. Мы сравнивали даже вот с нашим топовым прибором прошлого поколения Альфа 1 HT50, да, здесь картинка уже на голову выше, насколько крут был тот прибор, да, по картинке. Тот Этот, прибор я ваш просто в работе видел. да, этот круче. Ну, я им до сих пор пользуюсь. Прямо вот наглядно, да, это видно. Плюс ко всему здесь уже, питание 18650, всем понятный, знакомый элемент. Причем его можно использовать и 18500, да? Да, заменить? 18500, да, путем замены крышки можно варьировать, так сказать, формат. Да, элементы питания. У него есть горячая смена, то есть можно вытащить и поменять аккумулятор, не выключая при этом прицел. То есть он даст примерно около 40 секунд, чтобы произвести замену на свежий аккумулятор, при этом не выключится. Блин, ну Очень я приятная хочу фишка. сказать, что меня вот эта цена уже, по крайней мере, не пугает. Потому что как ты не послушаешь там по этим 5 миллионов, про 3 миллиона, честно, я просто... Ну, ты про топ уже сейчас говоришь, да, да, если это- даже не говорить об этих миллионах и спуститься немножко на землю и уже конкретно, например, взять человека, который пытается сейчас выбрать себе прибор в этих характеристиках технических, не миллионах, конечно, будет исчисляться, не буду я называть марки, но это будет 300,
330 плюс прибор на Да, эти характеристики. да, совершенно Поэтому, верно. ну, это довольно-таки революционный ценник, и на данный момент, я думаю, он должен занять хорошее место на рынке. Однозначно. Дай бог. Да. Плюс ко всему, если мы берем, например, самый бюджетный прибор, вот у нас там он представлен, да, в этой линейке, это Arma, россиян. да, Arma SR25, Я как не пристегну. 256 матрица и 25 объектив, да, то есть аналог нашего текущего прибора Alpha 2 ST25. У них разница в стоимости там в районе 5000, то есть если этот 83, то этот 87-88. Слушайте, вообще будет недорого. стоить. Да, но при этом, опять же, матрица, мало того, что у нее и чувствительность повыше, и еще плюс ко всему, у нее уже идет частота обновления кадров 50 Гц, а не 25, как здесь. О, прикольно. То есть мы в бюджетный прибор можем спокойно работать по быстро движущейся цели. Класс. Бегущий кабан, бегущий Да. лось вообще без проблем. Ну и Блин. все те же самые фишки, что и в топе. То есть и сменный аккумулятор можно 18650 ставить или Я 18500. себе на мелкашку возьму. Да, Я тоже люблю вариант. так это. Точечно. Вариант точечно. очень хороший. Правильно, правильно, Очень правильно. точечно. Это интересно. Мелкашку я тоже очень люблю. Вот и Тоже я. стреляю. Такое Это- оружие, скальпель Да, такой. да, 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 да. Потому что, извините, Абсолютно 338-м с некоторых лобаевых стрелять, блядь, каждый может. Там особо, куда бы ты в кабана не попал, Да, половины да. кабана нету больше. Да, А вот попасть в ушко, да. И Или плюс, еще да, куда-то. мелкашка такое оружие, которое ошибок не прощает. Да. Умеешь стрелять с мелкашки, будешь стрелять со всего. конечно, однозначно. И это интересно. Особенно, когда она болтовая, у тебя один только шанс, один выстрел. Да. Как бы взял, не взял. И Совершенно у зверя шанс есть на самом деле. Потому что, ну извините, когда ты, блядь, стреляешь там с полуавтомата, ну, ребята. Они, ну, так, что Да, еще интересно? Есть всякое что-нибудь? бывает. Да, у нас появились Пойдемте. коллиматоры. Пойдем, Да. Катюнь. То есть есть теперь в продаже 3 модели. О, правда, коллиматоры. Да, здесь поинтеры, они уже какое-то время продаются, их многие уже используют, знают, очень хорошие вещи. Они двух размеров, то есть побольше с большим углом поля зрения и поменьше, классический компактный коллиматор. Все тоже современные фишки, которые нужны коллиматору, это двойное питание, солнечная панель батарейки помогает при освещении. Это функция Shake Awake, то есть когда он при неподвижном положении выключается сам через 3 минуты, и как только ты берешь оружие в руки, он включается. Соответственно, за счет этого время работы батарейки там исчисляется годами, то есть его можно вообще не выключать, в принципе. Если нужно выстрелить подальше, можно докупить магнифер, так называемый увеличитель. Они бывают 5-кратные у нас и есть 3-кратные. Шикарно. Да, откидной кронштейн идет уже в комплекте. Класс. То есть, когда Они он не дорогие? нужен, нет, то есть магниферы будут стоить примерно 16-18, Да, ну то есть в комплект, зависимости короче, от модели. 35-40 условно, Ну, плюс-минус, максимум. да, то есть цены вполне демократичные. Вообще, более чем. Да, 3 Это у нас тоже прицельные такой марки. коллиматор большой? Это уже идут призматики. То есть это ага. оптический прицел на призматической схеме. Они компактные, но у них фиксированная кратность. Как плюс, опять же, вот размеры и вес, и плюс угол обзора. То есть если мы возьмем, например, там трешку, да, и возьмем загонник какой-нибудь большой, поставим его на трешку, у этого будет поле зрения гораздо выше, ну, всегда, чем у Ну, и любого цена, загонника. реально, обратите Да, внимание. цена очень демократичная при этом. Очень Да. демократичная в современном нашем мире. Ребят, ну очень круто. Притом, давайте скажем, что это все можно ставить на хорошую пневматику. Да, И да, она да, отлично да, да. работает. Мы вот сейчас снимали с Максом этого, как это называется, Эдган, Леший 2. Вот, у него тоже коллиматор стоит. Я 150 метров отработал прям вот пуля в пулю. Ну, вот хотел сейчас найти здесь Эдган, тоже поговорить с ними, но что-то их, походу, нету. Так, коллиматоры, Да. запомнили. Ночники, прицелы, коллиматоры. Теперь хочу показать Пожалуйста. такие, можно сказать, ну это еще не новинки, это только прототипы пока. Мы не стоим на месте, мы развиваем все наши сегменты, да. Это тепловизионные монокуляры, гляделки. Класс. Да. Топовые модели с встроенным лазерным дальномером. Уф. Вот. То есть здесь уже сменный аккумулятор, здесь приятный корпус, который удобно лежит в руке, удобно носить в кармане, на шее, неважно. Тоже чувствительные современные матрицы такие же, как стоят на
Army. Полный спектр матриц и объективов. Дим, цена какая будет? Присутствует. По цене пока именно Не будем по говорить, этим, да? да, Ждем. сказать не Потом могу. осветим, Ждем, это короче. примерно январь. А, То ну есть вот есть. выход. Это, да, наши текущие монокуляры. Ага. Ovis 2, они зарекомендовали себя очень Хочу хорошо. сказать, да, я лично людей знаю, кто Да. это использует, все отлично. Вопрос вообще нет, даже зимой. То есть, ну, можно ориентироваться на цены на эти монокуляры, да, и понимать, что здесь будет примерно что-то похожее, близкое. ну, плюс-минус. Мы цены никогда не Ага. задираем, стараемся держать их как можно ниже для конечного потребителя. За это вам огромное спасибо. Вот кроме шуток, серьезно, потому что если бы не Аркон, я бы вообще не знал, что ебать, за триллиард не обязательно прицел покупать. Если серьезно, их послушаешь, совершенно как верно. будто одни миллиардеры, блядь, в стране у нас. Ребята, к народу, сука, поближе надо быть. Это что такое, блядь? Как не придешь, у меня за триллион, у меня за сексиллиард, блядь. Сейчас, на самом деле, да, теплики, которые стоят, стоимость которых исчисляется в миллионы, это уже очень-очень узкая такая ниша, которая уходит на нет постепенно. Слава богу, потому что, ребят, ну надо в себя приходить. Это что, блядь, такое? Это, ну, без шуток. Мы сейчас, я извиняюсь, мы сейчас, кто не в курсе, мы посмотрели цены на квартиры в Москве. Я вам сейчас там поприкладываю, ребят, охуейте вместе со мной. 300 миллионов, 400, сука, миллионов квартира, блядь. 150, мы вообще в шоке были, Да, просто. да, такое тоже бывает. Типа, вы кто все, кто это все покупает? О, у вас бинокль, кстати, да. у меня же ваш бинокль есть, я Да, выиграл же да, его да, год да, назад. кстати говоря, Вов, чем помню, выиграл помню. бинокль. Да. Бинокли, на самом деле, уже какое-то время у нас эти продаются. Они тоже, как и его предшественник, который всем известен, да, всем известная компания, ушедшая из России, тоже пользуются огромной популярностью. Это проверенные модели, которые теперь производятся и продаются под нашим брендом. Мгм. Да, У меня с ним, кстати, не лады. У меня Так. с глазами, забыл, как называется, астигматизм, что ли. И для меня, видимо, слишком близкое приближение. Я не могу картинку слишком поймать. Слишком большая кратность. Да. Да, тут да, нужна кратность поменьше. Да. У тебя, если не ошибаюсь, 20-ка. Да. 20-ка, да, здесь удобно в него наблюдать, наверное, только если на штатив поставить. Да. Или сделать какой-то И я упор. сделал штатив, и мы Мгм. теперь на ранчо, когда далеко стреляем, мы смотрим, чтобы ребят тоже, ну, у Ну, Гриш всё там не правильно, спрашивать, всё да, правильно, там мало ли да. тренируется. Да. Мы его на штатив ставим, я сделал крепление, отлично все видно. Да. То есть, когда он именно на земле, великолепно. А так я себе ваш вот такой маленький взял. Мгм. Да, тоже хороший, Вот в удобный. него я прям вообще и утку, Вещи. все видно вообще. Мгм. Несмотря на свои размеры, такую кажущуюся игру. Вообще игрушечную, отлично, да, просто картинка отлично просто работает. суперская у него. Все Да, видно, совершенно ё-моё, да, верно. потому что если я намучился, мы с Катюхой на охоту, как не пойдем, твою мать, у меня все вот так вот прыгает. Этот взяли, бах, все. Ну да. Раз, она у нас, сука, в кустиках сидит. Я кря-кря, она говорит, кря-кря, салам алейкум, раз, и ушла. Понятно. Ну ничего, всю утку возьмем все равно, Все пожалуйста. правильно. Так, а вот это что такое, Дим, не пойму, вот это маленькое. Это лазерные дальномеры. А, вот, Да, кстати. у нас надо сказать, что вот модели 3500 и 1500, да, это максимальная дистанция измерения. Ох ты, нормально. Да, они уже тоже давно продаются, всем известные, очень популярные модели. Мы также выпустили недавно модель еще более бюджетную, Мгм. 800, потому что, ну, охотники, Вот она которые... должна быть здесь, да, но её она нету. должна быть здесь, А, вот вот так так. вот они А, вот вот так так. должны стоять, да. Во, Да, не всем нужно такое бешеное расстояние, да, там такой мощный излучатель. Да. Кому-то, ну, то есть охотники, как ну, правило, во-первых, что там, стрелять с него, 200-300 да, метров максимум. 100 человек в России может Ну на такое расстояние, включая да, меня. в том-то и дело. Поэтому выпустили модель 800, ценник сразу вниз, еще больше, пожалуйста. То есть Мне на- кажется, на более чем любой достаточно, кошелек. если честно, да. Да. Да, я, честно говоря, не представляю охоту на козла, если там и то там бывает меньше даже расстояния. Мгм. Это, ну, это что за охота, блядь, на километр? Да. Бедное животное. Поэтому такие вот вещи. Что еще можно про что рассказать? Про дневную оптику мы уже сказали. Сказали. Рассказывали. Ну, собственно говоря, такие Ну вот и новинки всё. на нашем стенде. Если кто еще не успел зайти, заходите. Заходите, ребята, пожалуйста. Все, ссылочки все в описании приложим. Большое спасибо. До новых Спасибо вам. встреч.